еще не дает покоя, да, еще его бурно обсуждает. Особенно сцену взаимодействия Чимина с Чонгуком. Что это было? Такой быстренький будет расклад. Я возьму вот такие таро, попросились они. Так, я вам скажу, на этом видео четко видно, что что-то Став сказал ребятам, и Чимин пошел в сторону Чонгука, да. Тэхёна в это время не было. Может, он просто не попал в кадр, скажем, да. От вас много вопросов по этому поводу. Так, достанем карту вообще на концерт. Так, шла карта семерка жезлов. А если вы внимательно смотрели мой расклад, я уже делала расклад, анализ концерта. Юнги выступал, и эта карта выходила, карта соревнований. Карта опять вышла, карта вышла на концерт. Да? Вот что такое концерт? Вот концерт. Предоставление чего-то тайного. Ну, вот, например, я же мысленно держу эту ситуацию. Я-то спрашиваю концерт, что концерт? Ну, концерт вот нам предоставили на публику, да. И что-то также, и что-то тайное с этим концертом принесли фанатам, да. Разбирают, судачат до сих пор. Так я спрошу, Тэхён, он находился рядом во время взаимодействия Чимина, Стафа и Чонгука? Тэхён, где он был вообще? Куда он пропал? Вообще, он по этой карте он куда-то отходил. Его не было рядом. Не знаю, вот карты вышли, знаете, какого-то общения. Он с кем-то общался. Он ушел с кем-то общаться. С одной стороны, можно сказать, вот по этим двум картам, возможно, он там, эта карта, возможно, просто в туалет ходил, да. Но вот эта карта, это же персонаж вышел, да, карта персонажа. Вот с кем-то он общался. Он где-то отошел, возможно, недалеко, и с кем-то общался. Вот это карта реального взаимодействия с кем-то и общения. И прям четко карты вышли, с кем-то общался. Возможно, он рядом, недалеко, и кто-то даже видел его и знает, что он никуда не отходил. Вы напишите, если что-то вам известно, в комментариях. Теперь спрошу, Став что-то говорил по поводу, ну, давал им какие-то указания Чимину, чтобы и Чонгуку, чтобы они там повзаимодействовали с друг другом? Да. Туз жезлов вышел. Это карта реального взаимодействия. Дал указание, смотрите, указка. Смотрите, какая интересная карта. Дал четко указание к взаимодействию. То есть, вот, пожалуйста, двойка жезлов вышла, карта звезда. Вот, давайте, ребят, пообщайтесь друг с другом. Четко прям карты говорят об этом. Возможно, Тэхён и отошел Он был в курсе этого, да. Возможно, ему сказали отойди, да, потому что вот эта карта, она же карта, знаете, какого-то партнерства еще. То есть, возможно, ему сказали, да, и маг, а маг это карта связана с каким-то обманом, иллюзией, возможно, здесь, да, и Тэхён, ему сказали Тэхёну, и он отошел, да. Здесь тоже так же можно рассмотреть такой вариант. Чимин, видение на эту ситуацию Чимина, хочу спросить. Карта вышла отшельник. Ну, смотрите, карта вышла отношений. Отшельник вышла карта и король мечей. Скажу так, вот если вы внимательно посмотрите на эти карты, конечно, многие смотрят, не знают значения, но послушайте, что я вам говорю. Вот это карта взаимоотношений. И отношений, знаете, таких не против, не идет против, а вот эти две карты, указаний каких-то реальных. Это король мечей, это четко приказали. То есть хочешь, не хочешь, в общем, карты рядом две говорят. Конечно, он по этой карте должен что-то выполнить. Вот как говорится в этой карте. Карта может говорить здесь и сейчас. Вот я спрашиваю, да, нужно
выполнить, это не то, что нужно. Эта карта должны выполнить какое-то дело, какие-то обязательства, исполнить какую-то, ну, договоренность карта вышла. Вообще вот здесь вот принять какое-то решение, сделать это или не сделать, да. И вот он принял, если он это сделал, он принял решение сделать это, да. Но вот эти две карты, они говорят четко об указаниях. Так, а теперь спрошу, как Чонгук к этому отнесся? Интересный такой расклад получается. Еще карты такие прям очень. Чонгук, вот карта вышла влюбленные, туз мечей и королева жезла вышла. То есть я скажу по этим картам, вот если бы, например, скажем так, он был в курсе по этим картам, и как он отнесся? Он взаимодействовал, карта влюбленные вышли. Ну вот туз мечей. Это решение каких-то проблем, да, то есть, ну, например, дали какое-то задание, потому что карты вышли из заданий каких-то, и вот одним махом нужно было поставить какую-то точку и решить какой-то вопрос там или проблему и так далее. Да, подали сигнал к взаимодействию, руководитель подал сигнал, и нужно было взаимодействовать, да. Ну, вот я вам сказала, когда. То есть нужно было сделать, и он это сделал. И он был в курсе этого. А теперь мы спросим по поводу Тэхёна. Как Тэхён отнесся к тому, вот к этой ситуации, да? Так, Тэхён как отнесся к этой ситуации. Карта судьба, то есть неизбежно, скажем. Как он отнесся? Это он, может быть, сам. Вышел король кубков. И это неизбежно, карта судьба, но карта вышла опять пятерка мечей. Ну, почему опять? Я вот делаю сегодня расклады, она еще где-то выходила, да. И вот пятерка мечей, карта говорит о том, что он очень недоволен этой ситуацией. Вот прям четко посмотрите, да. Карта вышла завершение. Ну, было, сделали, в общем, сказали. Но карта это связано с каким-то весельем, понимаете? Король чаш это вот энергетика этой карты. Ну, например, если на партнера выходит эта карта, это легкий партнер, это партнер, который заслуживает доверия. И, скажем, вот карта еще судьба вышла. Он доверяет Чонгуку, и, в общем, все нормально. Это интерес. Вот в этих картах есть, знаете, такое хорошее значение, культурный интерес. Это вот как расчет, как к концерту. Вообще карты король чаш, он тесно связан. Я считаю, считали энергетику карты с музыкой, с общественностью, с обществом. И вот нужно было преподнести общественности вот так сделать, да, вот они так и сделали, в общем. Интересный такой расклад получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы уже на Бусти, эксклюзивные видео для подписчиков. Еще раз подписывайтесь, кто не подписался. И всем пока-пока.